Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я собираю торт эскимо, готовлю для него вкуснейший заварной крем на именно сгущенном молоке. Такого рецепта еще не было на канале. Крем очень дополняет шоколадные коржи, которые я готовила в предыдущем видео. Ссылку я оставлю в описании к данному видео и покажу также, как делается буквально из 3 ингредиентов вкусная шоколадная глазурь, которая не крошится при нарезании. Итак, для крема нам понадобится, во-первых, сгущенное молоко. На нем я буду готовить 200 грамм. Здесь у меня 2 яйца крупных по 65 грамм. Пакетик ванильного сахара, 35 грамм кукурузного крахмала, 250 миллилитров молока комнатной температуры, 250 грамм сливочного масла. Оно нам пока не понадобится, я его просто достала из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. И 200 грамм сгущенного молока. Теперь мне нужно перемешать мои ингредиенты для основы. Крахмал, ванильный сахар я отправляю в молоко и хорошо перемешиваю венчиком, чтобы не осталось комочков и чтобы сахар ванильный полностью растворился. Затем то же самое мне нужно сделать обязательно с яичной массой, чтобы от желтков не остались комочки. Это очень важно сделать, хорошо все это перемешать. Далее я 200 грамм сгущенного молока отправляю в яичную массу. Все это также перемешиваю и отправляю туда крахмал, молоко и ванильный сахар. Делается этот крем совершенно несложно. Основа у него будет достаточно плотная. Для этого торта и нужен плотный крем, чтобы был красивый разрез потом. И, конечно же, он очень хорошо будет дополнять нежнейшие шоколадные коржи. Итак, вливаем всю молочную смесь туда и начинаем нагревать при постоянном помешивании непрерывном на таком умеренном очень огне и доводим это до булек, чтобы масса очень хорошо загустела. Вы ее почувствуете, как она у вас будет густеть буквально в руках, но помешивать нужно будет постоянно. И снимаем сразу с огня. Когда мы увидели, что пошли первые бульки, снимаем с огня. Видите, так вот загустевает масса и идут бульки первые, и сразу снимаем. Видите, бульки пошли, я снимаю, еще раз хорошо все это промешиваю. Если вы правильно установили режим плиты, у вас ничего не подгорит, если вы будете непрерывно помешивать эту основу. Основа готова. Сейчас я ее переливаю в тарелку, где более плоскую, где ей будет удобнее остывать этой основе. И остыть она у меня должна до комнатной температуры. Перекладываю все это в миску. Видите, совершенно чистое дно у кастрюли. Кастрюлю берем обязательно с толстым дном, чтобы масса не подгорала. И обязательно сейчас я это накрою еще горячую эту массу пищевой пленкой в контакт, чтобы не образовалось корочки. И оставляю остывать до комнатной температуры, а масло у меня нагревается до комнатной температуры. Итак, прошло у меня где-то часа 3. Все эти массы дошли до комнатной температуры. И смотрите, какая плотная для этого именно торта должна быть заварная основа. То есть я переворачиваю тарелку вот так, и она оттуда не выпадает и не вытекает. Вот такая плотная она будет. 250 грамм сливочного масла должно дойти вот до такой консистенции. Теперь я взбиваю в емкости для взбивания. Очень удобно вот в таких емкостях взбивать масло. Минуты 3 точно я взбиваю вот до такой пышности и такого хорошего побеления. В 3 приема я ввожу туда заварную основу и слегка взбиваю. Я ничего здесь не взбиваю долго, просто чтобы 2 массы соединились. Иначе при длительном взбивании может начать расслаиваться крем. Если вам вдруг покажется, что он расслаиваться начал, ваш крем, вы его слегка прогрейте импульсами по 10 секунд. Видите, какой гладкий и плотный крем получается. В микроволновке прогрейте. Этот крем, он не любит холода. Слегка ему нужно, он соединяется очень хорошо 25-27 градусов.
Теперь по традиции я его отсаживаю в виде шапочки у капкейков. Отсаживается он превосходно. Вы этим кремом можете очень хорошо украсить ваши торты, капкейки. Ну, просто у него такой желтоватый цвет благодаря сгущенному молоку, яйцам. Но как начиночный крем он просто идеальный. Видите, вот такая плотная бархатистая консистенция у крема. Он превосходно держит форму. И для начинки тортов, ну тогда коржи, бисквитов пропитываем. И для украшения. Вот такой бисквит у меня шоколадный. Он без горки, без шапочки выпекается. Я его буду нарезать кондитерской струной. Подробнейшее видео по этому бисквиту есть на моем канале. Ссылку я оставлю в описании к данному видео. Бисквит этот у меня 22 сантиметра в диаметре. Торт у меня 22 сантиметра в диаметре будет. И здесь у меня будет 3 коржа. Выпекала я его на 4 яйца. Подробнейший рецепт будет в описании к данному видео. А очень подробное видео по этому бисквиту проходите по ссылке и смотрите. Вот такой у него разрез после буквально часа в холодильнике. Ему не нужно долго отстаиваться этому бисквиту. И вот такая нежная бархатистая структура у него. Очень советую приготовить из очень простых ингредиентов. Итак, теперь с этими всеми ингредиентами я буду собирать торт. Пропитка у меня здесь 100 грамм воды, 100 миллилитров воды, это одно и то же, и 20 грамм сгущенного молока. Обязательно пропитываем эти коржи. Делю мой крем визуально на 2 равные части. И у меня там чуть-чуть еще я оставлю для украшений. Вы же делите на 2 равные части, если вам не нужно украшение. И у нас будет 3 коржа и 2 кремовых прослойки в данном торте. Также второй корж укладываю на торт, также его пропитываю. И смотрите, обязательно сразу хорошо разравнивайте крем. Крем схватывается быстро, у него очень плотная структура, и поэтому сразу лучше его собрать уже так, как он должен быть, этот крем. Я его даже без кольца буду собирать, этот торт. Но торт нежнейший на вкус, несмотря на такой плотный крем. Я хотя бы где-то на полчаса уберу его в холодильник, пока приготовлю глазурь. Глазурь я здесь готовлю из 3 элементарных ингредиентов, которые я просто подогрею на водяной бане. Здесь у меня 200 грамм шоколада, 70 грамм молока обычного 3,5% и 30 грамм сливочного масла. Шоколад 40% какао. Получается вкуснейшая глазурь буквально за пару минут, которая очень хорошо нарезается. Я оставлю обязательно точный список ингредиентов для глазури в описании к данному видео. И очень хорошо разравнивается она на торте. Мне она очень нравится и на вкус, и то, что ей очень хорошо можно покрыть торт. Иной раз даже и ганашем обычным невозможно так ровно его выгладить на торте именно вот в таком теплом еще виде. И эта глазурь, она очень хорошо держит форму. И очень-очень вкусная. Очень рекомендую ее приготовить вот именно для домашнего торта. Видите, она наносится, она имеет даже блеск и после холодильника. Я вам сегодня покажу 2 вида разреза этого торта. Сразу после сборки, без его пребывания в холодильнике этого торта. И также потом после ночи в холодильнике. Я вот такими незамысловатыми завитками хочу его украсить. Я специально для этого оставила немножко крема моего заварного. И также у меня осталось немножко от моей глазури. Она также очень хорошо держит форму. Эта глазурь, ей также можно украсить. Насадка у меня здесь 1М. И вот такими вот звездочками просто украшаю. И слегка посыпала также сахарными бусинами. Торт получается вкуснейший. Понравится как взрослым, так и детям. Он очень нежный, очень мягкий. И сейчас, как я и сказала, я хочу его разрезать еще в мягком виде, чтобы вы посмотрели. Меня многие спрашивают, а как он нарезается еще свежим. Вот сейчас покажу, как он нарезается еще без проведения вообще даже минуты в холодильнике. И потом покажу, как после ночи в холодильнике он нарезается, как он разрез будет выглядеть. Вот только что я его собрала. Видите, вот так сразу он ровно нарезается. И смотрите, он уже держит форму, потому что крем очень плотный и в то же время очень нежный на вкус. А здесь ночью он провел в холодильнике. Я сделала новый разрез. И торт
Глазурь, посмотрите, после ночи в холодильнике, она блестит, и она очень-очень нежная на вкус. И торт очень-очень вкусный. Я очень надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.